Гоночный сезон 2020 года закончился. Его можно именовать по-разному. Он и застойный, и кризисный, но уж точно не ужасный. Мы увидели новые лица не только в самой Формуле-1, но и на подиуме, и даже сенсационных победителей гонок. В мире, где середняка на третьем месте ждут по 5-10 лет, когда вечные финиши очевидных Мерседеса, Феррари и Редбула вдруг разбавляет кто-то другой, вывод очевиден. Сезон 2020 по праву незабываемый. При этом самому чемпионату от этого ни горячо, ни холодно. Как структура он настолько неповоротливый, что организаторам остается лишь молиться на Росса Брауна. Легендарный босс Феррари и своей собственной команды чемпиона уже давно настругал для нас новый технический регламент. Но плоды его работы мы увидим лишь в 2022. Можно подводить самые разные итоги. Неспроста же нам внушают мысль: с новыми болидами доминирование Мерседеса уйдет в прошлое. Ситуация с двигателями так или иначе стабилизируется, а над аэродинамикой вообще все работают уже как минимум целый год. Да, серебряные стрелы имеют все шансы снова лидировать, но по крайней мере лидировать в борьбе. Все это правда, но, увы, у нас заканчивается лишь год 2020, и глобально от 2014 он отличается разве что цифрой. Все те негативные выводы, что пришли вам в год первой битвы за титул между Хэмилтоном и Росбергом, применимы и сейчас. Турбодвигатели неоправданно дороги при разработке, дают преимущество лишь одной команде, и как и в 2014, неудачи Феррари даже в дни полнейшей катастрофы — это явление временное. Если место жеребцов в Кубке конструкторов и занимают Racing Point с Маклареном, то только по известной и по сути разовой неудаче итальянцев. Лучше всех недавно высказался Берни Экклстоун. По его словам, спортивный провал турбодвигателя оказался настолько очевиден еще в 2014-м, что, будь его воля, он бы отменил переход на них чуть ли не во время того же сезона. Да, Берни гораст на громкие заявления, но тут он превзошел сам себя. А все лишь от желания сказать правду, которую, как известно, говорить легко и приятно. Так что с самого начала турбоэры все игроки лишь потоптались на поле, а во время пандемии и вовсе застряли в болоте. Совсем другое дело — Формула-2, когда вполне статусную серию GP2 переименовывали, лишь единицы думали, что это больше, чем просто ребрендинг. Да, название стало куда круче, а что с самими гонками? И тут у нас случилась прям-таки сенсация. Пожалуй, ни одна серия в структуре FIA не рванула в качестве так, как Формула-2. Из почти 30 участников как минимум половину можно назвать не просто неплохими, а реально быстрыми. А если же сравнивать с GP2, то можно вообще не поверить своим глазам. По сути, 2/3 пилотов главной молодежной серии настолько хороши, что их пилотаж сложно отличить друг от друга. И не из-за уныния, наоборот. Подготовка юниоров вышла на качественно новый уровень. И сезон 2020 стал самым настоящим апогеем. Если сравнивать нынешние гонки F2 с, допустим, чемпионским сезоном Мальдонадо, то сложно будет поверить, что формально это один и тот же чемпионат. Раньше совершенно придурочные аварии и сходы прямиком из Лепрозория были нормой для каждого заезда. Сейчас их стало не просто меньше. Условного Мазепина и его жесткие маневры так детально обсуждают именно потому, что он и впрямь был жестковат на фоне всех остальных, которые, стоит заметить, едут как будто на радиоуправлении. Что же произошло? Логика подсказывает, что дело в новой системе выдачи суперлицензии. Занимай высокие места в чемпионатах FIA, копи баллы за них как кэшбэк, и тогда получишь на свою карту право проехать в Формуле 1. Это был ход, против которого в принципе было сложно высказаться. Быстрейшие и должны получать свой шанс в королеве автоспорта. Выиграл ту же F3. Договаривайся с командами. Все по чесноку. Ну а как вы хотели? Складывается впечатление, что в борьбе за драгоценный документ юниоры и устремились в Формулу-2. Оттого и Дэн Тиктум заканчивает чемпионат во второй десятке личного зачета, хотя по скорости к нему претензий нет. Все выглядит стройно и логично, пока не видишь один внезапный нюанс. Предположительно, бальная система требовалась для того, чтобы в Формулу-1 больше не попадали совсем уж откровенные рента-драйверы. Несчастный Маркус Эриксон просто-таки лицо всей реформы. Ведь именно он никак не смог бы выступать за Заубер боевым пилотом, поскольку ранее ездил недостаточно быстро. И уже здесь стоит задуматься, от кого на самом деле FIA уберегала чемпионат? Ведь со времен ликвидации команды Маруся совсем уж безумных рентачей больше не приглашали, для этого тупо не было мест. Эриксон же остался бездарем только в умах рядовых зрителей. В реальности он ездил более чем стабильно и прогрессировал, даже несмотря на большой для F1 вес, а в историю и вовсе вошел как благодетель.
Спонсоры шведа выкупили почти погибший Заубер, и это гарантировало Маркусу положительную репутацию, ведь он реально спас целую команду. Только вдумайтесь, помимо этого ни один настоящий Рента за все это время в принципе не претендовал на Формулу-1. Те, кто все же сумели протиснуться, без шуток, заслуженные мастера. Лэнс Стролл и Николас Латифи заслужили свои суперлицензии. Более того, очень долго вкатывавшийся даже в F2 Николас как будто сломал систему, потому налицо парадокс. Даже с титулом вице-чемпиона серии он все еще рента-драйвер. Шокирующий факт. Суперлицензия ограничивает вход в F1, но сама F1 от этого не выиграла и не проиграла. Туда точно так же, как и ранее, попадают лучшие юниоры из орбит грандов, а от платных пилотов, как и ранее, требуются ровно две вещи – деньги и упорство. Реальное лицо реформы никакой не Маркус Эриксон, а знаменитый Шон Гелаэль. Ему не способно помочь вообще ничего, но такого пилота не взяли бы в Формулу-1 и без бальной системы. То есть от Гелаэли изначально не требовалось никаких ограничений, только в случае прихода новых нищих команд. Ведь даже при среднем бюджете никто не посадит за руль абсолютный ноль, но все же баллы выдают и ими пользуются. В этот раз и вовсе развернулась настоящая война. ФИА впору сказать всему миру: смотрите, чего мы достигли. Теперь боссы команд могут просто смотреть гонки F2 и не ошибутся. Эти парни способны быть на высоком уровне. Звучит классно, но только посмотрите, кто в итоге получил приглашение в высшую лигу. Попадавший при любом положительном исходе Мик Шумахер, попадавший при любом положительном исходе Юки Цунода и заплативший огромные деньги Никита Мазепин. И возникает вопрос, а в чем разница? А если точнее, кому стало лучше от бальной системы? По идее, настоящим талантом, ведь задача отсева – отделить зерна от плевел, алмазы от подделок. Но вот так прикол. Платные пилоты и так оказались в самом низу личного зачета, а на остальных общего числа баллов просто не хватило. Хотя даже если раздать корочки всей первой десятки, это что-то меняет? В годы триумфа Хэмилтона и Хюлькенберга проходных пилотов было, наверное, 75%, и это еще слабо сказано. Буквально штабелями гоняли нищие ренты. И только здесь и сейчас мы имеем удовольствие наблюдать вершину абсурда. Борьба за чемпионство между Шумахером и Айлотом, где первый получает все, а второй ничего, в любом случае. Все контракты были подписаны, а интервью розданы еще тогда, когда борьба была в самом разгаре. То, что программа поддержки Ferrari имеет право сама решать, кого повышать, это неоспоримый факт. Но смогли ли боссы хотя бы в этом случае по-другому взглянуть на своих подопечных? Точно нет. Хотя о чем вообще речь? Более-менее приемлемые баллы получила только первая семерка, и вы только посмотрите, кто туда попал. 3 пилота из системы Ferrari, 2 из Renault, 1 из Red Bull и одинокий волк Мазепин. Поразительное дело, свой аттестат зрелости приблизили лишь те, кто и так был в программах поддержки. Вопрос, в чем смысл этой процедуры, скорее риторический. На наших глазах число воспитанников гоночных академий увеличилось в разы. В них стали отбирать и пилотов посильнее, и готовить их получше. При этом самим командам они нужны ровно как и 5 лет назад. Дай бог для симулятора. И да, единицы попадут в F1. Как и 5 лет назад, когда суперлицензию могли выдать чуть ли не таксистам из Ташкента. И даже если вы думаете, что мы раздуваем бурю в стакане, ФИА тоже об этом знает. Во время пандемии нужное число баллов снизили до 30, но даже этого по сути мало. Достойных претендентов на простое право проехать, допустим, одну гонку сейчас гораздо больше, чем ФИА может себе позволить. Бальная система не отделила божью искру от бесталанных мажоров, она просто стала еще одним шлагбаумом. И что самое плохое, шлагбаумом объективным. Калум Айлот может сколько угодно выпрыгивать из штанов, добирая баллы, показывая скорость, но если это противоречит планам команды, то ты будешь выступать нигде. А вот юниоры Рено — это уже самая полноценная комедия. Зачем им нужны баллы в суперлицензию, не знает на этой планете никто, ведь Фернандо Алонсо молод душой. Так или иначе, все качества гонщика — это вопрос долгого исследования. Чтобы понять, насколько хорош юниор, нужно хотя бы годик с ним поработать. Но больше этого не надо. Смотрим в табличку, есть 30 баллов, нет? Тогда идешь нахрен. Это действительно самая настоящая шутка.
Новые суперлицензии действительно были нужны в 2013 мать его году, но в федерации опоздали. Большие команды ставят задачу перед своими подопечными добить несчастные баллы, ну и ребята едут. А что делать остальным? Тем, кто не состоит в программах поддержки или выпал из их состава? О них вообще кто-нибудь подумал? По сути, это уже не важно. Так что, как вы понимаете, реальная причина реформ состояла отнюдь не в Эриксоне или даже Гилаэле. Суть была в утверждении вертикали, в необходимости заставить гонщиков последовательно ездить сначала в F3, а затем в F2, чтобы не было неразберихи. Ну, теперь так делают все. На наших глазах изменился сам принцип. Раньше еще можно было заинтересовать Формулу-1 при прочих равных. Теперь же 15-летнему таланту нужно идти не на трек, а в кабинеты к влиятельным дядям. Без программы поддержки или невероятно сумасшедших денег, по примеру Латифи и Мазепина, твои шансы равны нулю. И отныне это не предположение со знаком многоточия, а полноценный юридический факт. С вами был канал Формула для всех. Напишите в комментариях, стоит ли ограничивать молодых гонщиков, которые рвутся в Формулу-1. Ставьте лайки, подписывайтесь на нас, не пропускайте новые выпуски, приходите к нам на стримы. Всем пока.